I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Утром 24 февраля 1986 года молодой недавно женившийся человек по имени Джон Рютен вышел из своего дома на работу. Он и не мог представить, что этот день запомнится не только ему, но и всему району Ван Найс Лос-Анджелеса, и что он больше не увидит живой свою молодую жену Шерри. В течение дня он пытался дозвониться домой, но это не вышло, жена не брала трубку. Когда же он вернулся домой, он заметил, что врата их гаража открыты. Новый автомобиль марки BMW, который он подарил своей жене, исчез, а одно из стекол было разбито. Автоответчик был отключен, что странно, ведь обычно, уходя из дому, они его включали. «Может, она ушла куда-то, не предупредив его», – подумал Джон, учитывая планы его супруги, Шерри Расмуссен, утром. Ведь тогда она ему сказала, что чувствует недомогание и не пойдет на работу. Тем более, что там ей нужно было сделать презентацию, чего она делать не хотела. Однако уже следующая картина это опровергла и ужаснула. Шерри была мертва, а ее убийцу, бывшую подружку Джона, осудят спустя более чем 20 лет. Предыстория. В 1978 по 1982 годы молодой Джон Рютен из Сан-Диего учился на инженера машиностроения в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Будучи активным человеком, он увлекался спортом, где познакомился со Стефани Лазарус, изучавшей политологию и игравшей в баскетбольной команде. Они начали встречаться. Однако позднее выяснится, что отношение к встречам и, по словам Джона, занятиям сексом 20-30 раз в течение 1981 по 1984 годы у молодых людей было разное. Сам Рютен признается, что не воспринимал Стефани как свою девушку, а это было дурачество. Сама же Стефани явно считала иначе. Например, она могла украсть его одежду в раздевалке или начать фотографировать его голым. Позже станет еще более ясно, что для нее отношения не были дурачеством. После учебы Джон Рютен устроился в компанию Micropolis Corporation, которая занималась производством жестких и флоппи-дисков, а Стефани Лазарус подала документы в местную полицейскую академию, после которой поступила на службу в полицию Лос-Анджелеса. Еще будучи студентом, Джон познакомился с Шерри Расмуссен, молодой девушкой, учившейся на медсестру, и их отношения стали быстро развиваться. Шерри Расмуссен поступила в университет Лома-Линда в 16 лет, где ощутила в себе необходимость помощи людям и начала изучать дело медицинской сестры в интенсивной терапии. Способная девушка уже в 20 лет стала старшей среди медсестер в Адвентистском медицинском центре Глендейла, где еще и занималась обучением и презентациями для других сестер. Джон периодически встречался со Стефани, тем более, что ее полицейский участок, по иронии судьбы, был расположен недалеко от него. Однако на свое 25-летие он ей признался, что встречается с другой девушкой. Для Стефани Лазарус это был страшный удар. Позже полиция получила доступ к дневнику Стефани, где она прямо писала, что она подавлена, что «я не хочу работать». А мама Шерри Расмуссен, Лоретта, показала письмо от Лазарус, где та писала в 1985 году: «Я действительно по-настоящему влюблена в Джона, и прошедший год меня раздавил».
«Я не хочу, чтобы все так закончилось, и не думаю, что когда-нибудь смогу принять его решение», написала полицейский Лазарус, когда узнала о помолвке с Шерри. Более того, узнав о будущей свадьбе любимого человека, она пришла к нему, чтобы поговорить. Джон ее пригласил, после чего они переспали. Сам Рютен потом будет утверждать, что сделал это исключительно для того, чтобы успокоить Стефани, ведь она была сильно подавлена. Однако это вряд ли сработало. Отношения Джона Рютена и Шерри Расмуссен развивались, он переехал к ней, не имея своего жилья, а в ноябре 1985 года они поженились. Однако Стефани Лазарус пришла к Джону даже в день помолвки. Одетая в спортивный костюм, она держала лыжи и напомнила тому, что он обещал ей натереть их воском. Будущий муж это выполнил. Шерри его тогда спросила, точно ли у него со Стефани все закончилось, на что Джон ответил, что да. Однако, считала ли сама Стефани так? Вряд ли. Шерри начало казаться, что за ней следят. Более того, она часто начала замечать Стефани недалеко от них с Джоном практически везде. В парке на прогулке, в походе по магазинам или посещении кино. Она пожаловалась отцу, Нельсу Расмуссену, что чувствует себя не в безопасности и даже подумывает об отмене свадьбы. Особенный случай, ставший известным полиции от отца Шерри, произошел, когда Стефани Лазарус пришла к ней в больницу в полицейской форме и обмундировании, где устроила скандал, напоследок сказав: «Если Джон не будет моим, то он не будет ничьим». Событие 24 февраля 1986 года. После отъезда Джона Рютена на работу, когда его супруга Шерри осталась дома, ссылаясь на недомогание, в 9:45 соседка увидела, что дверь гаража была открыта, но автомобиля не было. Позже в 12:30 горничная соседей сообщила, что слышала нечто похожее на драку двух человек, а после что-то упало. В этот день сестра Шерри также пыталась дозвониться до нее, однако, как и в случае с Джоном, без результатов. После возвращения домой, увидя открытый гараж и разбитое стекло, Рютен вошел в дом через него. После увиденного выключенного автоответчика он увидел разбросанные вещи, перевернутую мебель, разбитые вазы и Шерри в ночном костюме и в луже крови. Более того, на стене, где была кнопка сигнализации, был виден кровяной след ладони. Кое-как придя в себя, он позвонил на номер экстренной службы 911, однако оператору он ничего не смог объяснить. Когда прибыла полиция, то единственное, что они смогли получить от Джона, так это то, что он видел ее живой утром, перед уходом на работу. Больше ничего внятного он не смог сказать. Полиция. Прибывшие по месту вызова полицейские увидели мертвую женщину, разруху и убитого горем мужа. Расследовать дело поручили ведущему детективу отдела по расследованию убийств Лайлу Майеру. Первая версия, которая пришла ему в голову, что нападавших было двое. Дело в том, что Шерри была не хрупкой девушкой 182 сантиметра ростом. Отсюда и предположение, что один преступник мог бы и не справиться. Проникли они через гараж, начали собирать вещи и электронику для похищения, и именно в этот момент на них вышла Расмуссен. Судя по разгрому, она оказала сопротивление, пыталась вызвать помощь, но не смогла дотянуться к кнопке сигнализации. Ее оглушили вазой, после чего, обмотав пистолет одеялом, произвели 3 выстрела. После окажется, что это был револьвер 38-го калибра, и все 3 выстрела смертельные. Пули попали в сердце, легкие и пробили позвоночник. Горничная потом подтвердит еще раз, что слышала звуки борьбы, посчитав это семейной ссорой. Она не вызвала полицию, но выстрелов она не слышала. После того, как ограбление пошло не по плану, грабители бросили все, что готовили к выносу, и убежали, сев в серый BMW Шерри. По мнению детектива, эту версию подтверждало то, что шкатулка с драгоценностями, стоявшая на виду, никуда не делась. Уже ночью около 2 на место преступления, которое стало вторым за смену, прибыл Ллойд Махони, криминалист из офиса окружного коронера Лос-Анджелеса. После обследования тела он обнаружил укус на предплечье.
Сам факт и место укуса смутило, ведь по статистике во время драки обычно кусают женщины, а вот грабители – мужчины. Однако, работа есть работа, и взяв специальный тампон, он тщательно вытер следы укуса и, промаркировав пробирку, упаковал как вещественное доказательство. После некоторого времени именно оно сыграет важную роль в поимке настоящего убийцы. Угнанный БМВ нашли всего через неделю в 20 километрах от дома на бесплатной автостоянке. Тем не менее, при обследовании автомобиля никаких дополнительных улик не нашли. А после осмотра дома стало понятно, что ничего, кроме брачного свидетельства, не исчезло. Несмотря на наличие странного укуса, основной версией убийства осталась попытка ограбления двух подозреваемых. Тем более, что 2 месяца спустя произошел подобный случай, когда двое преступников совершили ограбление дома, угрожая, как позже выяснилось, револьвером 38-го калибра. Однако они оставались непойманными, и единственное, что было о них известно – они латиносы. Спустя 8 месяцев после убийства в газете «Лос-Анджелес Таймс» была опубликована статья с описанием 2 подозреваемых в убийстве Шерри Расмуссен, а также с обещанием награды от ее семьи за информацию о них в размере $10 000. Однако результат нулевой. Позже в раскрытие дела вмешалась не очень благоприятная ситуация в городе. Город тонул в насилии и грабежах, вызванных в результате эпидемии крэка и войн местных банд. Полиции стало не до дела Расмуссен. Ее родители, Нельс и Лоретта Расмуссен, жаловались на бездействие полиции. Они часто им не отвечали, бросали трубку, просто переносили разговор на неопределенное время. Через год после убийства их дочери Расмуссен собрали пресс-конференцию, где призвали к действию в отношении расследования дела Шерри Расмуссен и вновь подтвердили наличие денежной награды за информацию о преступниках. А в 1988 году написали письмо тогдашнему начальнику полиции Лос-Анджелеса Дэрилу Гейтсу, чтобы он помог, вмешался и дал приказ своим подчиненным, чтобы они пошевелились. Однако письмо осталось без ответа. Более того, Нельс Расмуссен вновь напомнил полицейским то, что сказал следователю Майеру еще в первые дни после убийства. Его дочь была обеспокоена слежкой и угрозами со стороны Стефани Лазарус, что она полицейский. Однако в первый раз это просто не приняли к сведению, а во второй просто высмеяли, посоветовав смотреть поменьше сериалов. Еще чуть позднее Лайл Майер уйдет на пенсию, и дело окончательно заглохнет. Джон Рютен и Стефани Лазарус. Что касается убитого горем мужа, которого увидели прибывшие на место преступления полицейские, то он практически сразу же перестал быть подозреваемым. Немного погодя, он уехал из Лос-Анджелеса в Сан-Диего, где жили его родители, и попытался начать новую жизнь. А спустя 5 лет вновь женился. Есть сведения, что он вновь встретился со Стефани в 1988-1989 годах, но на очень короткий период времени. А ходом расследования убийства бывшей жены, как и его семья, не интересовался. Сама же Стефани Лазарус продолжала служить в полиции Лос-Анджелеса, основала свою собственную частную фирму расследований Unique Investigations. В 1987 году она заработала медали, в том числе 1 золото на Всемирных играх полиции и пожарных в Сан-Диего. В 1993 году, проработав в отделах просвещения по борьбе с наркоманией и внутренними делами департамента, она стала детективом. 3 года спустя она вышла замуж за своего сослуживца и удочерила его ребенка, вернувшись в Сими-Вэлли. На работе она стала инструктором в полицейской академии. ДНК-тесты и начало сомнений. В 1993 году родители Шерри подали прошение в полицию о проведении ДНК-теста материала, который был собран на месте укуса, желая таким образом сдвинуть дело с мертвой точки. Тем более, что технология тестов теперь позволит его провести, и они готовы его оплатить. Им отказали, ведь для сравнения необходимо иметь второй образец, а его нет.
Тем более, что новый детектив, который теперь занимался делом после Майера, сказал родителям, что пытался найти способ как-то реанимировать расследование, однако ничего не вышло, нет ни одного подозреваемого, и посоветовал жить дальше. Однако благодаря техническому прогрессу дело все-таки сдвинулось с мертвой точки, пускай и много лет спустя. Дело в том, что развитие технологий позволило усовершенствовать и ускорить процесс тестов ДНК. Таким образом, к концу 90-х годов прошлого века органы правопорядка начали получать мощнейший способ доказательств преступлений. В 2001 году в Лос-Анджелесе появился отдел, состоящий из 3 групп по 2 человека по расследованию особо тяжких нераскрытых преступлений. Руководил отделом Дэвид Лэмпкин. Первоначально этот отдел сидел в очень маленьком помещении, где-то примерно 23 квадратных метра, который больше напоминал подсобку, а вот для работы было слишком много. Так, самое старое дело было датировано 9 сентября 1899 года, убийство Саймона Кристенсена. Однако какие-либо улики, которые могли бы сохраниться за 100 лет и помочь в раскрытии, не присутствовали. Исходя из опыта службы, Лэмпкин предложил, что искать улики для его дела в делах ранее 60-х годов не имеет смысла, поэтому был выбран временной промежуток с 1960 по 1998 год. Подняв статистику и архивы, стало ясно, что за этот период в 39 лет в Лос-Анджелесе было совершено 23 713 убийств, 13 300 из которых закрыты, 2668 снятыми с учета. Таким образом, выходит, что необходимо было работать с 7745 уголовными случаями. Теперь необходимо было отобрать такие дела, которые имели самые большие шансы на раскрытие. К таким отнесли убийство на сексуальной почве, убийство при взломе, убийство при защите. В общем, такие, где шанс найти ДНК преступников было самым высоким. Таким образом, после проверки дел, к концу 2002 года оказалось, что таких дел, имеющих высокий потенциал раскрытия, насчитывается 1400, в том числе и дело Шерри Расмуссен. Для ознакомления с делами потребовалось время, и только 19 сентября 2003 года отдел запросил материалы по убийству Шерри Расмуссен. Однако ввиду отсутствия времени и недостатка кадров, запрос пролежал до конца года. И лишь в декабре 2004 года криминалист Дженнифер Фрэнсис начала заниматься делом. Изученные кусочки ногтей и следы крови на полотенце оказались действительно принадлежавшими жертве. Однако среди материалов отсутствовала одна улика – контейнер с мазком с места укуса жертвы. Запрос по этому поводу затянулся еще на неделю. Однако, после получения от криминалистов пакета с уликой и его изучения стало очевидно. Первоначальное суждение, что убийцы мужчины латиноамериканского происхождения, было ошибочным. Исследование образца показало наличие 2 разных биоматериалов. Один – жертвы, Шерри, а второй должен был принадлежать убийце. Проверка его по имеющейся базе данных ничего не дала. Тем не менее, один пункт оказался очень существенным – гендерный маркер. Второй образец, предположительно убийцы, принадлежал женщине. В тот момент исследования дела оказалось, что в нем упоминается некто, кто преследовал жертву. На вопрос к детективу, отвечающему за дело, был получен ответ, что «Вы говорите о детективе полиции Лос-Анджелеса, бывшей подруге мужа жертвы, и она не имеет к этому никакого отношения, а все это было из-за неудачной попытки кражи». Тем не менее, был составлен список из 5 женщин, которых знали Джон Рютен и Шерри Расмуссен. На 5-м месте, то есть как самый маловероятный вариант, была Стефани Лазарус. Свой отчет Фрэнсис отправила 5 февраля 2005 года. И вновь судьба отошла от дела. Дело в том, что за несколько месяцев до того, как криминалист Дженнифер писала отчет по изучению материалов дела Шерри Расмуссен, в законодательстве штата Калифорния произошли изменения, которые заключались в требовании к правоохранительным органам собирать образцы ДНК у арестованных за тяжкие преступления, а также
уже отбывающих наказание в тюрьмах и когда-то проходившим по таким делам. Так база данных ФБР значительно расширилась, но одновременно с этим это отвлекло от расследования убийства Шерри и переключило на более новые, требующие внимания преступления. В 2007 году начальник отдела по расследованию особо тяжких преступлений Дэвид Лэмпкин вышел на пенсию. В его активе с начала работы отдела числилось 40 раскрытых дел. На посту его сменил Роберт Бабб, еще один ветеран. После его прихода тот уже состоял из 10 человек, раскрытых дел стало 120, а сам отдел переехал в другое место. Однако места все равно было недостаточно. Из-за этого приходилось возвращать обратно в отделение полиции те дела, которыми они не планировали заниматься в течение ближайшего времени. Так и было с делом Шерри Расмуссен, которое ушло обратно в Ван Найс. Далее происходит еще одно стечение обстоятельств. Весной 2008 года Роберта Бабба перевели в отдел полиции по расследованию убийств Ван Найса, то есть он отправил дело сам себе. Работал он там с 3 новыми людьми – Питером Барбо, Марком Мартинесом и Джимом Натталом. Если ранее в районе Ван Найс происходило 30-40 убийств в год, то к концу 2008 года их количество уменьшилось в 3 раза. Таким образом, отдел по расследованию убийств смог заняться старыми делами, и к началу 2009 года, по сути, нераскрытым осталось только дело об убийстве Шерри Расмуссен. Второе расследование и подозреваемый. Детективы вновь занялись старым делом, однако уже с более новыми выводами. И прежде всего внимание обратил тот факт, что анализ ДНК укуса на теле жертвы принадлежит женщине, тогда как изначально все расследование строилось на предположении о 2 грабителях мужского пола, возможно, латиносах, а после привлек внимание и список из 5 потенциальных убийц, подруг и знакомых Рютена и Расмуссен. Исследование записей дела показало еще одну любопытную деталь, для подтверждения которой Джим Наттал вынужден был позвонить отцу Шерри, Нельсону. Он задал только один вопрос. «Во что была одета Стефани Лазарус, когда пришла на работу к вашей дочери и угрожала ей?» Ответ был «в полицейскую форму». Учитывая сложившуюся ситуацию, детективы решили не распространяться в участке отделе. Во-первых, это их коллега, и прежде нежели что-то делать, необходимо иметь твердые доказательства. А во-вторых, Стефани Лазарус многие знали, и неизвестно, как могли бы сложиться и отношения внутри коллектива, и кто-то мог бы ее предупредить в случае ее вины. Первых 3 возможных подозреваемых из списка женщин детективы очень быстро проверили и убедились, что они не причастны. У всех них не было ни мотива, ни возможности. Осталось 2 варианта. Одна из медсестер в клинике, где работала Шерри, имела сложные отношения, и полицейский Стефани Лазарус. С медсестрой также сумели быстро разобраться. В тот момент она уже жила в Северной Калифорнии. Роберт Бабб, как старший в отделе, договорился с местными полицейскими, чтобы они смогли скрытно найти необходимые материалы для проведения ДНК-теста медсестры, что те и сделали. И уже через 2 месяца был получен результат, который показывал, что ДНК медсестры не совпадает с ДНК женщины, оставившей укус. Осталась одна подозреваемая – их коллега Стефани Лазарус. К этому моменту времени сама Стефани получила еще повышение, начала работать в отделе по борьбе с коммерческими преступлениями, в частности, занималась делами о кражах произведений искусства. Так, однажды при расследовании одного из таких дел, украденной статуи из круга корифей, она привлекла внимание СМИ. Журналистам она призналась, что для более полного понимания в работе она начала рисовать. В свободное время она организовала уход за детьми офицеров, участвовала в Ассоциации женщин-полицейских Лос-Анджелеса, а также в Сими-Вэлли делает покрытые шоколадом вишни и домашнее мыло для соседей на Рождество. А у детективов была задача – получение биологического материала для проверки тестом ДНК Стефани Лазарус, желательно не привлекая внимания ни ее, ни коллег. А для этого нужны серьезные основания. Значит, остальные аспекты дела Расмуссен необходимо было проверить с подозреваемой.
Логика детективов была следующая. Когда лучше совершать преступление, если ты на службе, в свой выходной? Они проверили. В день, когда Стефани Лазарус пришла в клинику к Шерри, она была в отгуле. В день, когда убили Шерри, она была в отгуле. Оружие. Согласно данным дела, жертву убили из пистолета 38-го калибра, однако штатное оружие полиции другого калибра. Связавшись с сотрудниками полиции тех лет, детективы выяснили, что многие из них, помимо штатного, носили дополнительное оружие 38-го калибра. И здесь Роберт Бабб и коллеги поняли, что чем дальше, тем больше сведений не в пользу подозреваемой коллеги. Дело в том, что у Стефани Лазарус также был револьвер 38-го калибра. Как и многие коллеги, она носила Smith & Wesson Model 49.38, о пропаже которого она заявила спустя 13 дней после убийства, 9 марта 1986 года. Причем сообщила в отдел полиции Санта-Моника, а не собственному отделу. Согласно ее слов, машина была вскрыта и из нее украли спортивную сумку, в которой был и револьвер. Его нашли на пирсе, видимо, когда от него пытались избавиться, выбросив в океан. С точки зрения офицера полиции все было логично. Потеря личного оружия грозит большими неприятностями на службе, чего не будет, если это внештатное оружие. Кроме того, становится очевидным и день. Лазарус знала о большой нагрузке на штат полицейских и что даже если кто-то их вызовет, они не смогут быстро приехать. Кроме того, это объясняет и факт пропажи свидетельства о браке. Грабителям оно явно было не нужно, а вот для Стефани оно имело значение. Осталось дело за тестом ДНК. Арест Стефани Лазарус. Самостоятельно решить данную проблему детективы не могли, поэтому первым, кто узнал о деле, был их начальник, который дал разрешение на работу и привлек сотрудников из отдела по внутренним расследованиям, которые подчинены шефу полиции Уильяму Бреттону. После их встречи 19 мая 2009 года был разработан план, как добыть образцы ДНК Стефани. За ней установили слежку, и в один день она после пробежки купила в магазине напиток, выпила и стаканчик с трубочкой выбросила в мусор. Сотрудник в штатском дождался, когда Лазарус не сможет его увидеть, взял стаканчик и трубочку. После это было передано в отдел криминалистики. 29 мая 2009 года Роберт Бабб был выходной. Тем не менее, его побеспокоили звонком из работы. Сотрудник-криминалист сообщил ему, что ДНК из их улик совпадает с ДНК Стефани Лазарус. А значит, она убийца. Такой поворот дела заставил крепко задуматься детективов, как произвести арест уважаемого сотрудника полиции, чтобы не вызвать шум. Более того, неизвестна реакция коллег, ведь многие знали ее. Шеф Бреттон и окружной прокурор настаивали, чтобы арест был произведен тогда, когда Лазарус была бы без оружия. И не у нее дома, чтобы избежать стрельбы и жертв. То есть, необходимо было продумать операцию, как арестовать опытного сотрудника, чтобы не наломать дров. То есть, во-первых, арест должны были производить те из сотрудников, кто не знаком со Стефани. Для этого они выбрали двух офицеров – Грега Стернса и Дэна Харамильо. Во-вторых, придумали легенду. Они якобы расследуют преступление, в котором фигурирует произведение искусства. А поскольку они в этом не понимают, они попросят свою коллегу им помочь при проведении допроса подозреваемого. Вторая часть легенды зиждилась на том, что и убойный отдел, и отдел по преступлениям, связанных с искусством, где работала Стефани, находятся в одном здании. Поэтому там проводить арест невозможно. Но можно в подвальных помещениях, где находятся комнаты допроса. Более того, она туда не сможет войти с оружием. Загвоздка была в том, что Стернс и Харамильо должны были выжать максимум с ее допроса до момента, когда она позовет адвоката, а опытный сотрудник может это сделать сразу же. Им необходимо было тянуть время, подходя к сути, при этом велась аудио и видеозапись. 5 июня 2009 года офицер Дэн Харамильо попросил Стефани Лазарус о помощи с подозреваемым по делу, среди улик которого присутствует произведение искусства. Она согласилась, и Харамильо предложил спуститься в комнату допроса. При входе на этаж Стефани сдала оружие. Уже в самой комнате детективы и признались, что дело очень тонкое и касается прошлого. В том числе они спросили Стефани о дне убийства Шерри Расмуссен. Сначала это
вызвало улыбку у подозреваемой, и она сказала, что «Ребята, это было миллион лет назад». Однако в течение разговора она признала, что посещала Рютена у него дома, и лишь спустя время она спросила, в чем дело. Знаете ли вы Джона Раттена? Джон Рутен? Рутен? О, да, я ходил с ним в школу. Вы близкие друзья? О, мы очень близкие друзья. Да. Между вами когда-нибудь были какие-то отношения или что-то такое, что развивалось? Да, я имею в виду, мы встречались. Что это значит? Ну, это связано с его жены. Вы с ней когда-нибудь встречались? Боже, я не знаю. Как долго вы встречались? Я имею в виду, мы хотели дать вам возможность поговорить об этом наедине конфиденциально, потому что мы думали, что это может быть, ну вы понимаете. Знаете, Боже, это было миллион лет назад. Я знаю его родителей, знаю его сестру. Возможно, мы уже ночевали у меня дома. Знаете, я не могу сказать, что он был моим парнем. Я не знаю, что он считал бы меня своей девушкой. Не сложилось. Вы когда-нибудь встречались с его женой? Возможно, да. Но вы знаете, что случилось с его женой? Я знаю, что именно. Между вами все в порядке? Я имею в виду, между вами не было ничего неловкого или чего-то такого? Вы знаете, я не знаю. Я имею в виду, прошло столько лет, он все еще звонит мне. Я не могу сказать, что я бы позвонила. Я имею в виду, если бы он был женат, я не знаю, что я бы Так позвонила что ему. если бы вы Я туда имею в виду- поехали, то только по-быстрому, как вы говорили, завести что-нибудь. Или, может быть, Может быть, Вы знаете, я не каковы знаю, были какие были обстоятельства обстоятельства. относительно ее смерти? Я не знаю, было ли это, знаете, было ли это ограбление или что-то еще. Были ли споры или драки, или вы не вспыхивали, или что-то в этом роде? Насколько я Немного- помню, нет. Я даже не знаю, знала ли я, где они живут. Одна из подруг Шерри сказала, что у вас с ней были проблемы из-за ситуации с Джоном. Вы знаете, я не знаю. я просто пытаюсь думать. Итак, вы навскидку не помните, чтобы вы когда-нибудь заходили к ней домой и не разговаривали с ней? Физически? Ну, вы понимаете, нет. Я имею в виду, если вы, ребята, утверждаете, что я подозреваемый, то у меня есть проблемы с этим. Ладно, хорошо. Итак, если вы проводите это как допрос, вы говорите: «Эй, я подозреваемый». Ну, теперь у меня проблема с тем, что вы обвиняете меня в этом. Итак, что мы хотели бы сделать? Вы, конечно, знаете обо всех этих ДНК и тому подобных вещах, которые, как вы понимаете, в наши дни. Знаете, если бы мы попросили у вас мазок ДНК, вы бы согласились нам его дать? Может быть. Потому что сейчас, теперь я думаю, что мне, наверное, нужно поговорить с адвокатом. То есть, потому что я знаю, как все это работает, и теперь это звучит почти как. Пытаясь что-то на меня повесить. Теперь у меня есть это чувство. Хорошо. Что ж, спасибо, что оказали мне честь, и я ценю это. Спасибо, что уделили мне время. Да, спасибо. Хорошо, Стефани, береги себя. Стефани Лазарус дошла до коридора участка полиции Лос-Анджелеса, когда ее официально арестовали за убийство Шерри Расмуссен. Она возвращалась в комнату для допросов, чтобы ей зачитали ее права. Это абсолютное безумие. Рад видеть тебя, Стефани. Но чему можно научиться у этого медного убийцы, почти избежавшего наказания за убийство? Стефани, вы знаете, что у вас есть право хранить молчание, вы понимаете? Да. Похоже, вы привыкли к тому, что вас заставляют молчать, понимаете? Да. Это безумие. Это абсолютно... Я просто в шоке. Я в полном шоке. Детективы ей предложили сдать ДНК-тест, ведь на жертве найден след укуса. Она отказалась, и здесь полицейские признались, что у них есть ее образец. После этого Стефани потребовала адвоката, сказала, что хочет покинуть комнату, встала и ушла. Ей никто не мешал. Однако в конце коридора дежурные сотрудники полиции надели на нее наручники и зачитали обвинение в убийстве Шерри Расмуссен. После ареста Лазарус в ее доме был проведен обыск. Среди прочего нашли тот самый дневник 80-х годов, где она писала о своей любви к Рютену, о ее состоянии, когда узнала о том, что он встретил другую, о своих чувствах, узнав о помолвке.
К слову, ни одной записи, касающейся кражи револьвера, в нем не было, а исследование личного компьютера показало, что даже в конце 90-х она искала в интернете информацию о Джонни Рютоне. После ареста ее поместили в женскую окружную тюрьму Линвуд. Слушание дела об освобождении под залог почти полгода буксовало, пока судья, Роберт Перри-младший, не помирил стороны весьма странным способом. Он назначил залог в $10 миллионов. Это было значительно больше, чем просила защита, и в 2 раза больше, чем требовало обвинение. Адвокат Стефани, Марк Овердент, заявил, что это очень много. В доказательство своих слов он привел пример дела Роберта Блейка и Фила Спектора, обвиняемых в убийстве, где залог составил $1 миллион. Тем не менее, залог остался неизменным. Основание было простое. Обвинение сотруднику полиции основывается на серьезных доказательствах. Используя связи с мужем или другими сотрудниками, она может добыть оружие и покинуть страну. Суд и приговор. Досудебная защита адвоката Стефани Лазарус Марка Оверденда строилась по принципу, что дело старое. Более того, в тот момент были нарушены некоторые процедуры. Например, образец теста ДНК хранился ненадлежащим образом. При расследовании убийства у жертвы не был проведен анализ по токсикологии. Более того, изначально сами полицейские не просто так не верили в другую версию, кроме как попытка ограбления. Отдельно адвокат привел случай секса мужа жертвы Джона Рютона с подозреваемой в 1988 и 1989 годах. Отдельные свидетели просто не смогли дожить до суда, как тот, кто утверждал, что была ссора между Шерри Расмуссен и Стефани Лазарус, а значит, его слова невозможно проверить. Суд начался в начале 2012 года. Прокурорами от обвинения были назначены Шеннон Пресби и Пол Нуньес. В начале заседания заместитель окружного прокурора Пресби сказал слова, которые останутся в истории и которые будут знать многие, кто следит за такими событиями. Укус, пуля, дуло пистолета и разбитое сердце – это доказательства, которые докажут вам, что обвиняемая Стефани Лазарус убила Шерри Расмуссен. Несмотря на линию защиты, они привели массу доказательств, от записи в дневнике до теста ДНК. И если свидетельства очевидцев или улики еще можно попытаться каким-то образом трактовать двояко, то тест дает практически 100% совпадение. Более того, на присяжных произвело впечатление описание схватки: подготовленный полицейский, дубинка, револьвер. У жертвы не было шансов на спасение. В начале марта 2012 года, после нескольких дней совещаний, 52-летнюю Стефани Лазарус присяжные признали виновной в убийстве Шерри Расмуссен в 1986 году. Приговор – 27 лет заключения. Сейчас она отбывает наказание в калифорнийском учреждении для женщин в городе Корона, а после 2034 года будет иметь право на досрочное освобождение. После суда. После обвинительного приговора осталось много вопросов, в частности, у родителей Шерри Расмуссен. Более того, рассмотрение дела в суде и вовсе раскрыло новые сведения. Так, например, записи допроса Нельси Расмуссена и Джона Рютона, где говорится о Стефани Лазарус, отсутствуют. Более того, единственный случай упоминания ее – это краткая записка детектива Майера, что есть бывшая девушка. Отдельно стоит вопрос о тестах ДНК в начале 90-х. Точнее, об их отсутствии. Несмотря на то, что отец Шерри Расмуссен готов был их оплатить, ему отказали. После же его обращения сотрудник полиции Фил Рил передал все образцы, кроме образца из места укуса, которые могли бы помочь идентифицировать убийцу из офиса. И заметки в журналах об этом отсутствуют, что вызывает подозрения в преднамеренном действии. Эти и другие обстоятельства, такие как игнорирование их полиции, позволили семье Расмуссен подать иск против города. Однако это ни к чему не приведет. А такие действия полиции закономерно вызвали вопросы и в общественности.
Как так вышло? Возможно ли, что сотрудники полиции намеренно скрывали причастность к преступлению своего коллеги и намеренно уводили в сторону следствия? Этими же вопросами задался и писатель Мэтью МакГофф в своей книге «Файлы Лазарус. Расследование нераскрытого дела». В ней он задается вопросом, как убийце удалось избегать наказания более 20 лет, работая и поднимаясь по карьерной лестнице в том же отделе полиции, которое это убийство и расследовало. В ней он приводит сведения, что Лазарус могла влиять на ход дела. Полиция с самого начала пошла не по тому пути и не желала никак с него сходить и допустила массу ошибок. Например, все то же исчезновение улик по делу в 1993 году. Более того, согласно журналу, сержант, назначенный по делу жалобы семьи жертвы, за 2 года потратил всего 6 часов. Заканчивается книга словами автора, что полиция Лос-Анджелеса еще не привлекла никого к ответственности за свои ошибки во время расследования. Заключение. Дело об убийстве Шерри Расмуссен показывает, как влюбленность в молодости может быть столь сильна, что заставит пойти на убийство другого человека. Тем более, когда один из пары считает, что это лишь невинные шалости. Итог этих действий печальный. Молодая женщина убита из-за ревности. Ее убийца сможет выйти из тюрьмы через 27 лет. Разрушена жизнь родителей. Анализируя факты, можно понять, что сотрудники полиции действительно могли покрывать свою коллегу. Наверное, стоит иногда думать и просчитывать последствия, когда считаешь чужие чувства игрушкой, когда уже уйдя, все равно ложишься с этим человеком в постель. Чужая душа – потемки, как говорит известная присказка, и не стоит играть с ней, пока она не показала себя с другой, более темной стороны.